Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений. Мы продолжаем играть в Stationers. В прошлой серии я начал подогревать воду для гидропоники, нарезал льда и буду заниматься сегодня автоматизацией зарядки системы батарей, включения-выключения генератора. На случай, если генератор просядет вернее, если батареи просядут по количеству энергии накопленной, я буду включать генератор. И, соответственно, буду его выключать, как только вот нижняя батарея наберет 9, ну или даже, может быть, максимальное значение. Также нужно будет понимать какое количество угля есть в генераторе. Ну, я не знаю, это пока посмотрю, можно ли. Для начала я займусь разводкой схемы. Мне нужно будет читать батарею, знать ее значение и считать генератор on-off на него делать. Высокий уровень голода. Хочется кушать. Естественно, наш инженер имеет потребности физиологические. Он уже и кушать хочет, и пить, и батарейку пора заменять. Посмотрим, что здесь наша водичка. 12 градусов уже нагрелась. Продолжаем нагревать. Критический уровень Продолжаем обезвоживания. нагревать. Так, а в теплообменнике у нас было 60 градусов, упало на 8 градусов. Тоже хорошо. Постепенно падает температура. Здесь естественным образом, без затрат электричества. Ну, хотя есть у нас вот тут вот клапан, который не позволит лопнуть трубам. Хорошо. Пойдем попьем, поедим. Я в прошлых сериях наконец-то достроил гидропонику. Она мне дала свой урожай. Я сделал свои батончики злаковые. Теперь я могу не переживать, что у меня закончится еда. Вот они, мои растения растут. Попьем, поедим. 38 литров воды имеется в запасе. И больше 100 литров на улице на подогреве стоит. Практически я литр воды сам выпил. Понятно, куда вода девается. Так, и покушать, да, хочется. Ну, холодильник, как бы, батончики не портятся, это просто место, где я их хранил. Нет никакого смысла на самом деле хранить их здесь. Эта гидропоника мне дает в среднем за один урожай 2 батончика. Я думаю, что пока достаточно. Теперь мне нужно сделать электронные компоненты. И я хочу автоматизировать включение вот этого генератора. Зачем мне это нужно? Для того, чтобы не прозевать, когда у меня сядут батареи, не увлечься, так сказать, и не остаться без электричества. Мне нужен электропринтер. Это будет вот сюда. Да? Да, сюда. Сейчас я его загружу. Смотрим, что мы можем сделать. Еще мне скафандр нужно зарядить. Вот так. Кстати, скафандр можно снять. Шлем тоже можно снять. Один. Чем заняться? Мне надо. Что мне, кстати, по чипам? У меня еще что-то есть.
Я не вижу ничего. Вот у меня какие-то чипы. Чип памяти, да? Один остался. Ну хорошо, мне нужно будет чип памяти. Это будет минимальный заряд батареи. Памяти максимальный заряд. Так, теперь мне надо ридер чип. Даже один writer, который будет от ввода-вывода. Один будет писать на генератор. Второй будет считывать с первой батареи. И третий будет считывать со второй батареи. Так, и мне надо будет сравнивать больше-меньше. Если больше, выключаемся. Если меньше, включаемся. Мне нужен будет чип операций. Ну и там по ходу посмотрим, может еще какие-то чипы понадобятся. Купился к лестнице, подошел. Чип памяти. А у нас остатки прошлых действий. Попробуем, посмотрим, где разводку сделать вопрос. Я думаю, на улице, потому что в батарее есть своя внешняя сеть. Пойдем на улицу, значит. Я свет выключил. Берем это все с собой. Пойдем. Что мне нужно? У меня есть две батареи. Если верхняя села, значит у нас полностью закончилось электричество. Если нижняя заряжена, значит у нас полностью есть электричество. Делаем. Мне нужно подключиться вот в эти выходы. Дата-сеть. И мне надо подключиться в дата-сеть генератора с этой стороны. Так, и у меня получается вот эта сеть общая, электрическая, обычная. Я думаю, где я буду это все городить, эти огороды. Лепить с этой стороны все чипами. Надо поближе, чтобы схема была доступна. Я не хочу копать. Там мне доступ надо. Мои. Хорошо. Ридеры. Раз, два. С этой стороны стену поставить, будет как раз еще место для троих будет место. И я могу вот внизу сделать вот здесь подвальчик, и в нем все это сделать. Я так и сделаю. Потом просто пол сверху брошу и буду ходить. Где мои буры? Нет с собой буров? Да возьму.
выросла. Я еще соберу с пшеницы. Да? Потом буду дальше заниматься. Я подожду семена. Вот, вполне себе неплохо будет. Вот здесь вот сделать развертку. Развертку. Ну, а тут придется бросить мостик. Мне надо будет сейчас еще. И вообще вот так вот выпилить, сделать себе выход нормальный, лестницу поставить. Вот здесь выходить. Отлично. Скажите, накопал вокруг базы. Накопал. Не ж бегать, спотыкаться. Теперь мне надо смотреть, что там. Я могу ее уже собрать. Но семена, я хочу семена взять. Да? В автолад. Не надо. Стилы напольные. Железные листы. Лестница. Клетка. Давай просто лестницу. Долго делается. И мне еще нужны листы, вот железные. Пока они делаются. Время у меня 5. Думаю, уже можно напольное покрытие какое-то себе сделать. Пшеница. И что с температурой? Вот работают эти радиаторы? По сути, да? Наверное, работают. 29,2. Я еще не видел, чтобы он включался. Ну, он будет включаться, конечно, если будет выше 30. Так, листов железных достаточно. Теперь сделаем. Что нужно? Напольный лист.
По базе мне надо сделать 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 штук. Я их и сделаю сейчас. У меня там уже есть какое-то количество семян, по-моему, 8. Но я думаю, надо еще взять, чтобы были. Кто-то остановился. Железо закончилось? Серьезно? Да у меня же его было прям, ну, невероятное количество. Вот же оно. А ну-ка отдай. И листа напольных. Глядишь, и ходить будет поприятнее. Одно за другим там тянется. Что бы не сделать? Хватит. На улице еще можно постелить немного. Вот уже поприятнее. Пол на полу. Пол как пол. Больше не спотыкаемся. Его еще покрасить, наверное, можно будет потом. Так как-то уже это поприятнее стало. Прям вообще по-домашнему. На улице 7 штук. Сейчас на улице постелим немножко. Хватит пока. Теперь пойдем. Вот этим вот всем на улицу ходим. Так. Хотел вот здесь вот фрейм поставить. Он там стоит напольный лист, да? Пока его отложим. Выдерем этот лист отсюда. Отсюда выдерем. Положим их нормально. Вот. Так. Да надо ложить. Класть. Здесь у нас. Я вот тут хотел сделать клетку. Здесь будет пол. Туда спускаться, и там у меня будет электроразвязка. Чем я туда ее поставил? Куда не уходить? Так, хотел сделать. Здесь у нас будет пол.
хотел еще, да, жить. Лестница. Лестница с этой стороны. Да, она будет с перилами. Обязательно. Немножко пропылесосим. Немножко ландшафтного дизайна. Так. Этот горб тоже можно чуть-чуть убрать. А там какой-то у нас был этот Лэттен. Чуть сделаем возле базы ровную поверхность. Вот. Теперь хоть ходить можно. Как-то. Всё. Этот флэттен можно выключить. Более-менее. Позавариваем примы. У нас будет тут подвал. Ну или что-то типа подвала. У меня будет электрика разложена. Нужно из подвала наблюдать вот трубу, которая идет техническую. Как-то где-то так. Да, можно ходить. Накопал я, конечно, здесь, но пойдет. Положи. Сейчас не надо с собой. И что там по пшенице? Даешь семена? Дай семена. Вот. Отдал семена. Пока не дает. Растет. Тоже активно растет. Это активно растет. А это уже не растет активно. Тут можно убрать. Так. Давай, одно семечко получил. Давай тогда все уберу. Там у меня 15 семян. Это я высажу. Пятнадцать. Ты выключаешь.
Вот еще 100 грамм. Режем пополам. Еще одна мука лежит внутри. И вот тебе еще 2 злаковых батончика. Прекрасно. И у нас производство злаковых батончиков, можно сказать, налажено. Следующая пшеничка растет. А семена я положу. У меня вот тут лежат уже 9 семян. У меня еще вот картошка есть. И соя. Но я пока на пшеничке буду. И, кстати, вот я пол постелил. Мне теперь удобно подходить к этим ящикам и смотреть, что у них внутри. Не нужно подпрыгивать. Так, заглядывать через плечо, я бы сказал. Все вроде как красиво. Что мне нужно с собой? Мне нужны чипы. Чипы, отвертка и здравый смысл. Хорошо. Значит, мне надо сначала сделать сеть. Подключиться надо. Там у меня провод какой-то лежит, да? Вот, стало быть, я нифига там не подключу. Лежит кабель питания. Значит, мне этот кабель питания нужно подвинуть. Вот тут находится. О, выкушу. Его не выкушу. Я его выкушу. Теперь мне нужно его на место положить. Но с небольшим зазором. Вот так. Мне надо отсюда схватиться и опустить вниз. Тук. Куда? Это у нас будет датасеть, которая будет замерять батареи. Вторая датасеть, даже та же датасеть, она должна быть вся единая. Ну, желательно единая, да? А вот тут у меня проходит прямо. Прямо. Низкий заряд. И зарядка. Вот она. Ну, здесь у меня кабель питания. Обычный кабель питания базы. В принципе, ничего страшного не будет, если я сюда же запущу датасеть. И таким образом тогда мои чипы будут всегда под напряжением. Тихо, не шатайся. Вот так. Все получилось. Смотрим, сходим. Вон он, хвостик торчит снизу.
Теперь мне это надо соединить и сюда вытащить. Можно отковырять, наверное, один лист, вот этот, подойти снизу и собрать сеть. Вот этот хвостик и вот этот. И оно уже под напряжением. Данные здесь имеются. А больше на самом деле и не надо. Входим на поворот. Так. И запитывать не надо. Все есть. Питание. Они пересекаются с сетью напряжения. Все, можно сказать, прекрасно. Это мы. Теперь делаем чип чтения. Чип памяти и чип ввода-вывода. Читаем. Данные на вход, данные на выход. Питание. Ой, я переверну его, чтобы не соединяться вот там сверху с общей сетью с вот этой. Здесь мы будем читать. Две батареи нам надо читать. Соединяем, обвязываем. Не буду сильно заморачиваться, я обвяжу все. Все на самом деле понадобится. Медь есть, можно не переживать. Да. Пусть читать. Теперь я буду читать нижнюю батарею и верхнюю. Это мне надо будет понять, где какая. Пойду их переименую. И вот как раз она уже почти села. Кстати, можно пока не просаживать сильно. Пойти посмотреть, что там с температурой, и выключить. Температура достаточная. 23 градуса. Я думаю, достаточно. Натушить. Теперь включаем этот. Закачиваем. Смотрим за давлением. Туда водичку наливаем. Туда это на базу. Прямо в гидропонику практически. Там он. Что у нас здесь по водичке? А, здесь водичка заканчивается. Чё, я прям туда 100 литров налью? Да? Налью, и клапан обратки не срабатывает. 126 литров налил. Теперь осталось. Практически всю воду сливаю. Один 4 литра. Вот обратка у меня стоит. Видно? Вот обратка. Если там давление будет высокое, обратка сработает. Я помалу заливаю, там буквально 5 литров за раз. Всё, закончилась вода. Здесь крохи остались, их можно не дожидаться. Хотя пусть сливается.
Так, отлично. Теперь посмотрим на обратку. 1 грамм остался. Можно выключать. Там у нас система водичкой наполнилась. Пойдем посмотрим. Наполнилась. Заодно попьем водички. Да, вот стрелка даже сдвинулась с места. Она была у меня вот тут на нуле. Теперь у нас здесь есть 118 литров воды. Теплой. Можно пить. Шлем только надо снимать. Тихонечко в уголочку пришел, попил. На растеница посмотрел. Водички набрал. Можно еще вот сюда набрать. Запас. Я запасливый. В случае атомной войны. Я бутылочки свои заполнил. И воды осталось 113 литров. Ну, теперь можно не переживать, что гидропоника останется без воды. Я воды набрал. Растет, растет, растет. Еда есть, вода есть. Ну, конечно, это не бесконечное количество воды. Она будет уменьшаться. Чтобы она была бесконечной, я не знаю пока что сделать. Пойдем сделаем автоматизацию. Доделаем. Нашего генератора. Пускайте меня на улицу. Как их обозвать? Для того, чтобы их обозвать, мне надо туда доковыряться. Это у нас будет батарея. Батарея мастер. Вот так. Это будет батарея Slave. Первая, вторая. Но главное и не очень главное. И так привычнее я по-английски называю. Потому что я, в принципе, такой херней на работе занимаюсь. И мне привычнее все называть по-английски. Так что уж извините, кто на каком языке смотрит. Я думаю, есть субтитры, которые позволят вам понять, что и как я назвал. Так. Пишите в комментариях, кому как нравится больше. Кому как привычнее. Вот, теперь мы будем одну читать, которая батарея мастер. Я вот C нажимаю вперед, да? Вперед нажимаю и назад, если нужно листать, чтобы не пролистывать все, я нажимаю C. Потом будем мастер читать. Тут мы будем slave читать. Какое значение будем читать? Power, mod, error, log, charge. Charge это заряд, скорее всего, да? Максимум, ratio, power potential, power actual, pub hash, reference ID, даже можно считать. Имя хэша. Я посмотрим, что там за мод. Мод 0, 1. Сколько всего модов?
Возможно, заряжается, не заряжается. У слейва сейчас очень хорошо, удобно посмотреть. Слейва удобно посмотреть. Power заряжается. 2. Ошибка 0. Charge. Battery slave lock 0. Вот charge. Ага, прям уровень заряда в цифрах. Максимум. То есть, в принципе, я могу упираться в максимум батарею, да? Но мне надо не максимум. Мне надо у нижней батареи смотреть, если она заряжена полностью, значит верхняя заряжена тоже. Стало быть, если нижняя мастер полностью заряжена, нам не нужно включать генератор. То есть полностью зарядили. Нам нужно знать момент, когда мы его включаем. Мы его включаем, когда слейв батарея разряжена или почти разряжена. Значит, на слейве надо посмотреть. Это же слейв мы читаем, правильно? Это мастер. На слейве мы читаем не максимум точно. Ratio. Power Potential. Power Actual. 755 у нас Power Actual. Я так понимаю, это текущий заряд в ней. Тут можно, наверное, не бегать туда-сюда. Я его выкинул. Назад. Сетевой анализатор. Сколько там? Не вижу. И сейчас я еще справочник, наверное, посмотрю, потому что я так не догоняю. Значит, батарея Slave у нас сейчас 2,44 мегаватта. Объем напряжения. Темпо батареи. Батарея. Power capacity 3,6 мегаватта. Меня интересует значение. Режимы. Critical. Very low, low, full и high. Вот, кстати, было бы удобно по режиму смотреть. Режим это у нас что? Ratio. Возможно, мод. Charge, Power Potential. Вот это вот точно нет. Давай мод посмотрим. Мод у нас от 1 до 6. Сейчас там, по идее, мод 2. Даже 3. 3. А у первой у нас мод практически 1 всегда. Здесь у нас мод 0. На моды будем смотреть. Определились. Значит, что я делаю? Если мод слейв батареи 1 или 0, меньше 2, допустим. Меньше 2. Как мне знать, что это меньше 2? Мне надо чип памяти. Чип памяти мы будем вот здесь держать. 1 будет второй. Чип памяти. Мы пишем в него сейчас 2. То. Так, 2. То есть будем смотреть, если мод меньше 2, включаем генератор. И второй у мастер батареи будем смотреть, если мод
6 или даже 5. Выключаем генератор. И там моды есть. Хай. Нам хай достаточно будет. Значит, здесь мы ставим 5. Я это все проговариваю, потому что как бы и самому не хочется запутаться. Это у нас будет battery slave, минимальный мод. А это будет у нас battery master, максимальный мод. Более того, я сейчас вам скажу, что вот я сейчас вот эту схему и разбираюсь в ней, я это делаю без каких-либо примеров, справочников, чего угодно. Я просто это делаю на ходу. Вот упал инженер на планету, разбирается, и вот он разбирается с тем, что есть. Никакие коллеги ему сейчас здесь не помогут. Допустит ошибку, значит сгорит все к чертям. Или умрет от голода. Так, да, я соединил. Теперь мне нужно чип обработки. А чипа обработки мне одного не хватит, потому что реализовать логику включения генератора, если... Что? Давай мод подпишем. Ну, да. Это мы читаем кого? Это мы читаем слейв батарею. Высокий уровень голода. У нас будет slave value mode. Slave батареи значение мод. Это будет у нас мастер value mode. И опять высокий уровень голода, надо пойти пожрать. А заодно сделать себе еще кабели и еще чипы. Чипы еще обработки и чипы записи. Ну давай сейчас подумаем. Значит, если slave mode меньше 2, если меньше, тогда надо включить. Я сейчас вот тут делаю вот так. Поставлю сюда сразу чип compare. Одно меньше другого. Мне, конечно же, здесь не хватит сейчас проводов никаких. Но я буду стараться. Сейчас пойдем пожрем и сделаем себе еще провода. Бак отходов переполнен. Так отходов заодно сольем. Там, может быть, себе еще сделаем еще один блок запасной. Таскать с собой. Хотя я таскать с собой его не смогу, мне места мало. Заряжается, заряжается. Пойдем. А мы гуляем. Давай мы бак отходов правим. Бак с кислородом наполним. Обычно батарейки зарядим. Поменяем, вернее. Пойдем пожрем. У меня тут был надкушенный батончик вот этот. И надкусим еще батончик. Так,
На пшеничку посмотрим. Растет. Растет. Где провода? Где у нас там сейчас все? Кабель. А еще лучше даже не здесь сделаем провода. А перекинем сейчас все в электронику. И в электронике сделаем заодно провода и чипы. Электроника. А вот она. Так, чипы. Кабели. У меня по токсинам. Да, они есть. Куда они берутся? Такой прям интересный вопрос. В ногах, что ли, приношу? Вот в ботинках. Взял такой, принес токсинов в дом на ботинках. Пока достаточно. Кстати, пока я здесь, пока не буду замусоривать, я не знаю, куда их положить. Склад, кстати, вот интересная штука. Но электроприпой надо делать. Провода есть, теперь чипы. Лампа вот есть переносная. Чип. Ввода-вывода. Один на запись, точно. Сам генератор. Так. Теперь мне нужен еще чип. Чип операций, обработки. Просто сколько их штук надо. Значит, я беру, читаю, проверяю, если слейв батарея у нас попадает с условий. Тогда включать. И тут же я проверяю, если мастер батарея совпадает с условием. Мне нужно вот эти вот два «если» вместе собрать и понять, а надо ли действительно сейчас включать. Может ли быть ситуация такая, что... Да нет, не может. Это единичный как бы случай. То есть либо то включает.
Стоп. Не так. Если я один раз включу, мне единица поменяется на 0, как только заряд поднимется. Мне нужно будет, чтобы второй чип выключил. Первый, чтобы не трогал ничего. То есть мне нужно вот это вот условие и то проверять. То есть, грубо говоря, мне нужно будет найти условие, при котором находится задача в середине диапазона. Подумать, как это сделать. Как я тут делал. Тут я оборачивал, да, у меня было тут и тут. Я то и то сравнивал. Делаем по 2-3 штуки. Опираться. Надо вот так. Критическое состояние бака отходов. Ну да, критическое, его просто нет. Я же его снял. Хорошо, батарея сейчас не в самом лучшем состоянии, как раз удобно работать. Значит, это у нас еще один компейер. Мы их обвяжем и пересчитаем логику. Я примерно понимаю, что я делаю. Сейчас на ходу будем смотреть. Соединил. Неудобно то, что у меня PR1 будет питанием наверх. Питание. Питание. Питание у него будет от силового кабеля. Это не очень хорошо. Это будет разрыв схемы. Ну как, если там вдруг питание исчезнет в силовом кабеле, то неудобно. Поэтому я, наверное, его вот сюда перемещу. Только не mass unit, а pair. Будем сравнивать. То, что мне нужно вычислить пограничное состояние. Или включать, или выключать. Как их вместе делать разумными, я сейчас придумаю. Надо еще memory пустить тоже в сеть. Они все compare идут и чего? Так, соединяем. Это у нас состояние второй батареи, это состояние первой батареи. Здесь мы будем считать состояние или надо включать,
Еще раз проговорю, значит, мы включаем генератор только если мастер батарея, даже, да, батарея. Если, вот когда мы включаем генератор? Вот сейчас. Что сейчас? Сейчас у нас слайв батарея имеет мод 2. Значит, тут у нас будет N should be on. А здесь у нас будет N should be off. Вычисляем. На вход мы получим slave. Это slave min mode. Вот, да. Здесь мы получим slave value mode. Теперь смотрим, если slave value mode меньше или равен battery slave min mode, то есть меньше лучше, да, поставить же нету меньше или равно less. Там у нас 3, у нас 2, поднимем до 3, то будем включать генератор. Как только заряд батареи упадет ниже 3, вот, мы будем его включать. Здесь мы должны вычислить, когда мы выключим генератор. Когда на вход нам надо Battery Master Max Mod 5. Battery Master Max. Второй мы считываем вот этот вот Master Value Mod. Теперь мы здесь что делаем? Если здесь 5, если меньше 5, даже если больше 5 может быть, там 5 ячеек. Пул это будет больше 5. Пул может никогда и не быть. Давай понизим на 4. Теперь если больше будет, то мы его выключаем. Так, здесь вопрос. Здесь мы включаем, а здесь мы выключаем. Что дальше? Вот у меня и on, should be off. Теперь мне надо подумать, как мне их скомпоновать. Нужна какая-то зараза, которая будет считать. Считать или то, или то. То есть нужен какой-то переключатель. Так, ударники. Select делает 3 входа. Если он работает как селектор, в принципе, это то, что мне нужно. Опять же, сюда придет увеличить, чтобы он не пересекался с основной сетью. Посмотрим, будет ли это показывать так, что мне надо. Так, первый вход. Второй вход. По идее, у селектора должно быть 2 входа. Первый, второй и третий опорный. Если я правильно понимаю, как работает именно этот селектор. Давай посмотрим. Где моя отверточка? Включена. Там, кстати, генератором. А ну.
Да, батарея троечка уже. Мы будем смотреть, наверное, по-моему, я уже по кругу пошел, да? Его назвать пойти. В сети я же учился, ну да? Постик с него выходит. Ген. На чем он у нас? Пусть будет Ген Solid. Твердый генератор. Цельный. Вот он. Шубби. Подхватился он у меня. Да? Да. Смотрим, есть ли он здесь. В принципе, сетевой анализатор. Чипы. Вот он, Ген Solid. Выключен. Сети. И да, похоже, не в сети. Какое у него сейчас значение? Почему я его не вижу? Я его сейчас, наверное, выключу и посмотрю, как он я должен выглядит. Или я не выкручу. Вернем. Да, как будто бы кабель идет. Чтобы там все соединено. Да, он соединен. Чтобы соединен, да. С какой стороны у него там что? Таки достану. Было. Это дата. Данные у него слева, а сеть спереди. Правильно? А сеть. Стоп, стоп, стоп. Да, сеть. Лета. Вон она выходит. А сеть вот. Я ж не отсек отсюда.
Выковыряем стеночку. Что куда идет? Да, вот он, хвостик пошел вниз. Вообще не при делах. И так, как должно быть. Других так я могу читать генератор? Выглядит как не могу. Генератор твердотоплива. Нет, могу. Давай-ка. Критический уровень обезвоживания. Похоже, что я только логически могу читать в этом селекте. Так, это что? Должен быть первый мод. Батарея. Батарея. Значит, мне надо еще один чип чтения повесить. Читать генератор с чипа. По-другому я его никак не понимаю. Снова пить. Вот будет генератор. По-русски называется твердотопливный. Мне нужно знать, или он включен. Выключен, отлично. Теперь я обзову эту штуку. Изген Solid он. Или генератор твердотопливный включен. Здесь и читать. Я, конечно, сети отсекать, потом сейчас он уже. Теперь я смотрю, значит, если он включенный и будет присылать единицу, значит, надо будет смотреть, или нужно его выключить. И он, значит, здесь будет и off. И он мне будет присылать 0, мне нужно будет смотреть, или should be on. Вот. Сейчас он должен быть включен, получается, по этой логике. Should be on, да, он должен быть включен. Быть battery slave min volume play volume. Такое min mod 3.
Slave value сейчас говорит 4. Что я смотрю, если 4 должно быть, если вот эта штука меньше этой штуки. Если min мод, наоборот сделать. Если это slave min мод, фактически значение солнечные value slave value. Вот. Если slave value мод меньше, чем задано, если он меньше 3, он меньше 3. Этот вот. Он сейчас 4, да? То есть если опустится к 3, мы тогда генератор включим. А здесь мы на компайлере должны смотреть, если батарея должны смотреть, если мастер больше если мастер больше мастер макс мода. Если он до 5 долез, будет включен. Теперь вот эта штука будет работать правильно. Еще нужен один чип, только не обработки, а записи в сам генератор. У меня такого чипа сейчас нет, поэтому я пойду Низкий заряд. съем воду. Очень пишется. Готово. Нельзя пропускать. Так, штучек. Сразу их превратить в муку. Сразу 100 грамм муки. Я пока что не буду их готовить, пусть лежат. Пока же не пропадает. Пока не пропадает. Отлично. Попил, поел. Чё? А мне надо сделать еще один чип в обработке. Куда вывода?
Я переворачиваю, чтобы вот на эту линию не выходить. Так. Ну и такой нюанс. Хорошо. У меня будет критичная ситуация с батареями, да, я их начинаю генератором бустить до максимума. Если в этот момент уже пошло солнце, уже пошел заряд, то как бы бустить не обязательно. Можно уже ждать заряда. Можно как бы еще и сюда эту логику включить. И посмотреть, есть ли сейчас буря там, например. Не буду я сейчас эту логику включать, то есть будем действовать как есть. Просели, значит поднимаемся. Раз просели, значит ситуация реально критичная. Мы выходим на генератор. Так как я его поднимал, название у него обычное. Здесь мы берем вот этот вот селектор, выбор. Тут мы скажем is gen should be enable. Если генератор должен быть включен. На вход берем именно этот селектор. Вот, is gen should be enabled. Если именно с этого селектора. Или генератор должен быть включен прямо сейчас. И на out мы передаем. Ого. Что такое? На вход у нас. Стоп. Генератор на out. Передаем значение включить. Так. Сейчас включать не надо. Давай, чтобы не тратить энергию. Смотрим, сходим. И что мы потратим? Надо топливо бросить. Куда-нибудь просадить энергию. Или понизить требования. Например, можно требования понизить. Там сейчас вот 3. Можем поставить ему вот 3 там сейчас, да, но можно ставить 4, 5. Должен включиться. Вот он включился. И выключается. Туда-сюда, да, он прыгает. Потому что условие то есть, то его нет, этого условия. Значит, я неправильно схему построил. Троечка. Должна быть. Мне этот селектор сейчас говорит 0. Этот говорит сейчас 0. Потому что набрал. Ага, значит, у меня получается что? Система говорит, выключайся. В данный момент Gen should be enabled. И на селекторе стоит. Правильно.
Надо поставить этот ридер из Gen Solid On. Gen Solid On 0. 0. Это просто из Gen should be enabled, это следующий. Так, ну что? Да подумать, что я сделал не так. Почему он туда-сюда тарахтит? По идее, вот этот селектор он и должен. Так. Это у нас что? In. Это мастер. Save. Save у нас. Если у нас slave меньше. А мастер меньше 5 в данном случае, да? Меньше 5. Он. Off, если мастер value вот меньше. Battery мастер максимум. Если он еще не достиг. Это мастер. Для слейва 3 мы ставим. Мастера ставим 5. 6, 5. Дальше. Сравниваем нижние. Генератор должен включиться. Именно включиться. Если. Значит, что мы делаем дальше? Сравниваем, что генератор должен включиться. Если slave memory у нас 3. Здесь у нас slave mode. В данном случае может там сколько угодно. Мы сравниваем здесь slave. Ставим меньше. И ставим минимальный мод. Если он опустился меньше минимального мода, то считаем, что нужно включать. На втором мы сравниваем мастер мод. Значение с memory мода смотрим, с максимального. И смотрим опять же меньше. Да, мы считаем, что нужно выключиться. Это нелогично получается. Если у нас главная батарея достигнет 6, нужно выключать. А если она еще не достигла 6, тогда нужно включать. То есть получается, да, логично. У нас режим включения работает пока. Здесь у нас меньше стало, здесь у нас все еще мало. Так, 4 сейчас здесь 0, то есть 5 поставим для проверки. Стоит нас. Он should be off, переключаемся. Клаве работающего генератора. Поднимемся сейчас до 4. Посмотрим на генератор. Должен быть включен. 6 поставим. Фига я здесь поднялся, если это мастер батарея. Это слейв батарея. Если у нас слейв батарея падает меньше. Опа, включился. И он.
поехали ждать, пока он зарядит. Работает, работает, заряжает. Завелось, все закрутилось. Сейчас он вот эту штуку до максимума зарядит и выключит. Да, да, давай. Так, давайте. Электр у нас вот этот работает как? Да, он смотрит на генератор. Здесь он получил сигнал «включись». Как только он этот сигнал получил, он забывает об этой штуке, опирается на генератор и переключается, ждет ответ во второй части. Здесь и здесь появляется off. Единица приходит. Она вот пришла, наверное, уже, да? Да, она вот пришла. Вот он выключился. Да, на место поставить. М3 ждать. Это будет работать. Вот. Какая получилась. Ну, для меня была эта схема на самом деле сложной. Потому что нужно две логики перекрестные между собой соединить. Я когда работаю с перекрестной логикой, мне хочется сразу напрограммировать кучу текста. Текстом, мне кажется, проще программы писать, чем это на логике. Уровень голода. Смотрим. Теперь он выключился и стоит. Если мы где-то просядем по электрике, он опять включится. Это уже вот как бы можно считать достижением этой серии. Тяжко было. Да, спасибо, что вы это вытерпели. А я это вымучил. Может, по-другому не назовешь? Я сорвал пол. Ну, кстати, можно сейчас в эту же серию и включить еще автоматизированный маяк. Как вариант. Вопрос, куда его поставить? Или лучше в следующую серию уже? Нет, маяк все-таки будет в следующей серии. Как-то проще должно быть. Высокий уровень голода. Голод мы сейчас решим. Вот мы сейчас решим. Где у меня надкушенный батончик был? Тут надкусить. О, я продвинулся вперед. Теперь у меня руки развязались с генератором. Как развязались? Они не развязались, его нужно наполнять углем. Периодически. Ух. Что, дорогой друг, спасибо за просмотр, что ты вытерпел это мучение с генератором и логическими схемами. Я благодарен тебе за твой лайк, комментарий и поддержку. В следующей серии я буду заниматься автоматизацией маяка стационарного. Когда я буду уходить с базы, я буду его включать, он будет экономно расходовать энергию. Такая, по крайней мере, задумка. До следующей серии. Пока.